Добрый день, уважаемые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Анна, и сегодня вашему вниманию я хотела бы представить очередную новинку от Los Scarabeo de la Nuit Oracle, или же Оракул Ночи, от создательницы Таро Ночи Александры Бак, с которой, скорее всего, уже большинство знакомы. Премьера этой колоды состоялась 21 октября 2021 года. Приобретала я ее в местном эзотерическом магазине за $20 57 центов. Колода поставляется вот в такой плотной, прочной упаковке с серебряными вставками, состоящая из двух частей, типичная, скажем так, упаковка для оракулов этого издательства. На обратной стороне мы увидим миниатюры 4 карт и также описание колоды на 4 языках. Как в сказке и даже больше, чем в сказке, под светом луны карты открываются ночному волшебству. Колода состоит из 30 карт. Крышка здесь прилегает плотно. Внутри мы видим также тоненькую ленту для более удобного изъятия карт и МБК. Итак, давайте начнем с МБК. Здесь обложка плотная, бумага мелованная, МБК черно-белая, поставляется в 4 языках: на английском, итальянском, испанском и португальском. Ну и, как всегда, все версии, кроме английской, урезаны. Инструкция состоит из вступления, в котором говорится, что эта колода поможет соединиться со своим внутренним ребенком и поверить в сказки и развить свое воображение. Дальше. Информация о том, как использовать данную колоду, в котором описывается 3 кратких ритуала, чтобы соединиться с этим оракулом, которые носят более, скажем так, психологический аспект. Дальше. Раздел о том, на какие вопросы может давать ответ одна карта, то есть медитация дня, вопрос дня и так далее. И 7-карточный расклад, сказочный расклад ночи. Ну и интерпретация самих карт. Описание каждой карты состоит из подраздела «Моя история», в котором у нас находится отрывок из конкретной сказки, которой принадлежит та или иная карта, и мое сообщение, в котором мы можем найти непосредственно интерпретацию карты. Вот давайте рассмотрим информацию на примере 2 карты «Алисы в стране чудес». И тем самым рассмотрим информативность данной инструкции. Подраздел «Моя история» я пропущу, и мы сразу перейдем к сообщению. Кто-то или что-то вас взывает. За секунду откроется совершенно другой мир, к которому нужно будет адаптироваться. Вы не можете выучить все правила сразу. Некоторые вещи покажутся вам необычными или даже бессмысленными, а иногда вы будете чувствовать себя растерянным. Но пусть это вас не останавливает. Будьте открыты, будьте любопытны, желание познать чудеса. И помните, что это путешествие, в котором вы находитесь, действительно стоящее. Это действительно тот случай, который вы не забудете. В самом конце у нас маленькое примечание о зарядке колоды. И также информация об создателях оракула. Что я могу сказать по поводу этого МБК? Инструкция интересная. Я считаю, что ей стоит уделить внимание не только потому, чтобы узнать значение карт, а потому что в ней вы можете найти сказку или историю, которая близка к вашей ситуации. И вам, знаете, захочется снова ее прочесть. И может вы в ней найдете ответы на свои вопросы.
Ну что ж, давайте переходить к картам. Итак, срез у нас гладкий, ничего нигде не осыпается, не кошлатится. Карты большие, глянцевые, они не скользкие. Качество, как и в большинстве оракулов данного издательства, отличные. Картон здесь достаточно гибкий, но средней плотности. Качество печати и цветопередачи восхитительные. Вот таким образом выглядит рубашка. Ну и давайте познакомимся поближе с нашим оракулом. Итак, поехали. Дух магии. Здесь речь о том, чтобы мы поверили в магию, волшебство, чудеса, ведь благодаря этому мы можем воплотить в жизнь свои самые сокровенные желания. Алиса в стране чудес. Мы уже рассматривали эту карту, не будем на ней останавливаться. Золушка. Верь, надейся, люби, имей доброе сердце. Также эта карта может нам говорить о том, что иногда нужно спрятаться в тень, чтобы позже выйти в мир и засиять. Белоснежка. Вам могут завидовать. Прошерстите свое окружение и в любой ситуации оставайтесь добрыми и милыми. Спящая красавица. Здесь больше речь об отдыхе, терпеливости, о том, что иногда ситуации идут не так, как мы хотим, потому что мы работаем на износ. Соответственно, это нам не служит. Красная шапочка. Требуется осторожность в том, что вы делаете и говорите. Вы не должны доверять всем подряд. Интерпретации, наработки это не мои личные, да, я кратенько стараюсь вам передать именно ту информацию, которую написал автор в своем МБК. Баба-Яга. Сейчас экзамен на ваше мужество. Будут ситуации, когда вы будете плакать, бояться и сомневаться в себе. Но благодаря этому вы можете раскрыть свою истинную силу. Жена герцога синей бороды. Будьте осторожны, что-то в вашей жизни нездоровое, например, нездоровые отношения. И не все золото, что блестит, о чем нам говорит вот этот золотой ключик. Скажу честно, я не знала этой сказки, но суть в том, я кратко опишу эту сказку, может кто-то не знает о ней, что девушка вышла замуж за сильного и богатого мужчину, но в замке была комната, в которую он запретил своей новоиспеченной жене входить, но в один прекрасный день она его ослушалась и открыла двери золотым ключом и узнала об убитых ранее женах своего мужа. Он начал ей грозить за то, что она сделала. Но благодаря ее братьям и сестре она была спасена. Ну и как всегда, все закончилось, все жили долго и счастливо. Хэппи-энд. Дальше. Злая королева. Здесь уже речь об зависти и нездоровой конкуренции. Также перестаньте бороться с ветряными мельницами.
Джек и бобовый стебель. Ничто не должно вас сломить. Если вас мучают какие-то ошибки прошлого, постарайтесь о них забыть. Это уже в прошлом. Идите к своей цели, несмотря ни на что. Василиса прекрасная. Наступают трудные времена. Нужно проделать много работы, и благодаря вашей терпеливости вы найдете дорогу домой, и все враги и трудности останутся позади. Гензель и Гретель. Постарайтесь довериться другим. Они могут помочь. Коалиция с кем-то – это ваша сила. Заклинание тьмы. Подумайте хорошо, тем ли людям вы доверяете. Сейчас наступает момент, когда все идет не по вашему плану. Возьмите себя в руки и пройдите через туман. Принцесса на горошине. Ищите и просите то, что лучшее. Не соглашайтесь на меньшее. Принцесса и жаба. Сдерживайте свои слова. Делайте то, что обещали. Даже если вы дали обещание необдуманно. Вы не можете уклоняться от ваших обязанностей. Питер Пен. Это возвращение в детство, это вспомнить счастливые минуты своей жизни, это прислушаться к тому, о чем просит ваш внутренний ребенок. Маленькая русалочка. Что-то в вашей жизни туманно и неясно, что-то вам вредит. И также эта карта означает отсутствие справедливости. Рапунцель. Выйдите в мир, выйдите из своего кокона, освободитесь от всего, что вам мешает и ограничивает вас. Мулан. Перед вами борьба, в которой легко не будет, но в конце вас ждет успех, и вы откроете в себе новые возможности. Какая красивая снежная королева. Эта карта говорит о том, что вы должны выйти из изоляции, найти своих людей, привнести тепло в свою жизнь. Храброе сердце. Не нужно жить по принципам и планам других людей. Не нужно быть тем, кем они хотят. Делайте то, что вы хотите, и будьте тем, кем хотите быть именно вы. Волк. Здесь больше о том, что нужно посмотреть своему страху в глаза и встретиться со своими внутренними демонами, а может даже с ними и подружиться. Красавица и чудовище – это моя самая любимая сказка. Верьте тому, что чует ваше сердце. Ну и не судите книгу по обложке. Шахерезада. Эта карта больше нам напоминает, что может нужно вернуться или начать творчество, о создании истории любыми способами. Художество, музыка, может написать какую-то историю, может какую-то сказку. Мэри Поппинс.
Творите, но и не забывайте о дисциплине, структуре и порядке. Кот в сапогах. Какой красивый котик. Даже не скажешь, что это кот в сапогах. Постарайтесь всегда падать как кот на 4 лапы. Адаптируйтесь к ситуации. Используйте ее, и это приведет вас туда, где хотите быть вы. Голубая фея. Ваши просьбы услышаны, и скоро исполнятся ваши мечты. Знаете, мне кажется, что это прототип аркана справедливость. Каждый получит то, на что заслужил. Дороти Гейл. Иногда нам нужно быть далеко от близких, чтобы понять, как сильно мы их любим. Идите в те края, которые еще не изведаны вами. Изумрудный город. Гордитесь тем, чего вы достигли. Теперь пришло время немножко отдохнуть и набраться сил. И ослиная шкура. Перестаньте прятаться, убегать. Пришло время показать себя настоящую или настоящего. Подводя итоги, могу смело рекомендовать этот оракул. Кому нравится творчество Александры, кто хочет иметь полную коллекцию Деланоид, кому также нужен легкий оракул, на который можно медитировать, у кого есть клиенты, с которыми нужно работать на, знаете, таких мягких колодах, которые не любят какие-то психологические оракулы в стиле магия тебя или черное зеркало, или такие колоды, как черный гримуар, колоды Николеты Чиколи, которые хотят что-то фантазийное и волшебное. Колода отлично подойдет для тех, кто хочет иногда расслабиться и улететь в мир сказок, магии, волшебства, кто хочет, как говорит и сама автор, соединиться со своим внутренним ребенком. Но учтите, эта колода не будет копать так же, как колода Николеты Чиколи. Можно бы сказать, что это набор красивых карточек, но, знаете, я думаю, она все-таки может послужить хорошим, но достаточно легким психологическим инструментом. Мне кажется, что она отлично будет работать не только с Таро ночи, но и с Таро божественного, которое также создано на основе сказок со всего мира. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта колода, понравилась ли, и может, вы больше предпочитаете ее старшую сестру. Напишите, пожалуйста, свои впечатления, а я благодарю вас за просмотр. До новых встреч, хорошего дня, пока-пока.